Пожалуйста, уважаемые дамы и господа, занятие третье по судьбе. Роль веры в себя. Занятие третье. Роль веры в себя. Пожалуйста, надеюсь, все не раз слышали, каждому по вере его. Верить значит победить. Неверие уничтожает человека и его судьбу и так далее. Наша задача рассмотреть, как это все работает, почему именно таким образом. И, конечно, в идеале, чтобы было, опять же, по отношению к вере в себя, не нечто заоблачное, а в идеале как математическая задача. На какие вопросы, каким образом, в какой последовательности нужно ответить, что нужно сделать, чтобы вера в себя в идеале была максимально возможной. Да, так, чтобы в груди пылало пламя до всемогущества. Я могу все. Любой результат – это объем и качество вложенных усилий. Чтобы можно было прийти к такому результату, что нужно сделать. Первое, по сути, вера в себя – это что? Это ответ человека на вопрос, кто я, да, и что я могу, и, соответственно, что я не могу. Да? Что я могу, что не могу, и что я заслуживаю, на что я имею право претендовать. И что я не заслуживаю, я не имею права на это претендовать. Логика формирования человека. Первое – это знание. Что мы знаем о мире и о людях. На основе этих знаний, на основе тех или иных законов мы прикладываем знания к себе и оцениваем себя. И у нас есть какое-то мнение о себе, хорошее или плохое. В зависимости от того, что мы поняли о себе, мы можем поставить или высокие цели, или среднестатистические, или даже на это недостойны, не заслуживаем. То есть знания определяют следующий ответ. Кто ты? Да? Ответ на этот вопрос, что я стою, уже определяет следующий глобальный вопрос для каждого человека: цели моей жизни. За целями следуют планы, действия, все результаты, судьба человека. Поэтому, что больше всего влияет на судьбу? Первое – это знания. Они предопределяют, о чем и как человек способен думать. Второе – вера в себя. То есть, что это такое по сути? Что человек о себе думает? Что я могу, что не могу? Да, что я заслуживаю, что для меня доступно, за что можно сражаться, что для меня нереально. Да, вот это вера в себя. Соответственно, она определяет планку, выше которой человек подняться не может. Да, вот. Вера может быть убитая, значит шансов нет. Да, она может быть повыше. Насколько человек в себя верит, настолько у него в жизни есть те или иные горизонты. Вначале для того, чтобы об этом думать, рассчитывать, мечтать, затем для того, чтобы действовать и достигать результата. Да, это планочка. Кроме планки, конечно, то, что чувствует человек. С убитой самооценкой все плохо. Потому что все решения, которые принимает человек, он отвечает на вопросы: нужно ли мне это моим целям соответствует, могу ли я это, достоин ли этого. Да, если самооценка израненная, все больно. Если она классная, то хорошо. Да, и наша задача, чтобы самооценка, конечно, поднималась. Чем выше, тем лучше. Да, для этого нужно понимать, на чем она держится, и вот все составляющие выстроить наилучшим образом. Первое – это знание. Большинство людей не знают, а что заложено в человеке. Если не знает, даже думать об этом не может. Если знает, какие есть возможности внутреннего мира человека, и знает, как это достигать, можно включать соответствующие программы, соответствующие действия. А какие проблемы, от чего освобождаться? Если понял, может запускать действия. Не понял, значит, доходит с проблемой и даже не подозревает, что это проблема, и от нее можно избавиться. Да, первое – это знание. Второе – это динамичная самооценка, которая человека
ведет вперед. Давай, давай, проблемы выгружай, достоинства формируй, и ты можешь быть супер, и горизонты будут открыты. Она, опять же, может иметь разную мощность, эта программа, да, чтобы она была супер. Вперед и вверх, и тогда для тебя открываются горизонты. Чтобы эта программа запустилась, третье, а что менять? Да? Это познание себя. Что больше всего мешает и что больше всего нам даст возможности новые. Поэтому познание себя. Четвертое. Не просто так читаешь, правильно. Да? Человека программа подкашивает, он в нее верит. Нужно уметь слушать себя и находить такие ответы, которые разжигают у тебя огонь в душе. Тогда это правильный подход. Изучай себя и находи такие решения, которые зажигают огонь, а не те, которые убивают, уничтожают веру в себя. Ну и заключительное, пятое условие, чтобы вера, да, формировалась. Действуй. 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 Учись побеждать, учись исправлять ошибки. Становись сильнее, нарабатывай опыт. Тогда ты действительно будешь расти. Конечная точка всегда это действие. Если ты не действуешь, ты в иллюзиях. Да? Ну и, конечно, прощаться нужно с теми, кто самооценку убивает. Не нужно верить тому, кто причиняет, желая тебе зла. Да? Или делает это по незнанию. Вот все негативные программы, которые человек в свое время взял, конечно, с ними нужно прощаться.